Здравствуйте, друзья! Свое знакомство с линейкой гаджетов Mi Band и Amazfit, которая поддерживается приложением MyFit, я начал еще в феврале 2016 года, и с тех пор в моей статистике нет ни одного пропущенного дня. Начинал я еще с самой первой безэкранной версии Mi Band 1. После этого у меня был Mi Band 2, Amazfit Arc, Amazfit Core, Mi Band 3. Сейчас я использую Amazfit Bip, замечательные часы, которые мне очень нравятся. Но, конечно же, пройти мимо выпущенной новинки Mi Band 4 я не смог. Новинка оснащена AMOLED-экраном диагональю 0,95 дюйма и разрешение 120 на 240 точек. Объем ОЗУ составляет 512 кБ, флеш-память 16 МБ, беспроводный интерфейс Bluetooth 5.0. 6-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп, датчик сердечного ритма. Защита IP68 5 атмосфер. Аккумулятор 135 мАч. Заявленное время работы аккумулятора до 20 дней. Вес 40 грамм. Производитель ушел от квадратных коробок предыдущих версий и добавил цвета в оформлении. Большую часть поверхности занимает цветная фотография браслета, внизу большая цифра 4. На задней стороне коробки указаны основные параметры. Я выбрал глобальную версию устройства, поэтому и перечень параметров на нескольких языках. Внутри коробка разделена на две части. В верхней, как раз за фотографией на коробке, находится фитнес-браслет в полупрозрачном кульке. Под ним еще одно отделение с зарядкой и инструкцией. Вот все, что имеется в комплекте поставки. Минималистично, но полностью достаточно для использования устройства. В отличие от прошлых версий браслетов, где зарядка подключалась к одной из узких боковых сторон, в четвертой версии зарядка подключается к нижней части капсулы парой прижимных контактов. Инструкция глобальной версии браслета написана на 9 языках, но русского среди них нет, хотя есть английский. Внешне Mi Band 4 здорово напоминает третью версию, правда поверхность капсулы не так зализана. На свету хорошо видна активная область AMOLED-экрана. Как и у предшественника, модуль Mi Band 4 выступает над ремешком, но переход на торце не гладкий, а со ступенькой. Контакты зарядного устройства переехали на нижнюю сторону браслета, и это изменило и, на мой взгляд, улучшило способ крепления к зарядной док-станции. В середине нижней стороны капсулы находится оптический датчик измерения пульса, который работает в диапазоне 525 нанометров зеленого цвета. Принцип крепления переняли с третьей версии. Капсула имеет канавку в середине корпуса, а ремешок выступ. Таким образом обеспечивается надежное и качественное крепление к ремешку. Снимать капсулу нужно при зарядке либо при замене ремешка. В самой же зарядке браслет сидит плотно. Внизу в него упираются подпружиненные контакты, а с боков удерживают две защелки. Мне такая конструкция понравилась больше, чем у предыдущих версий. Ключевым внешним отличием четвертой версии браслетов является яркий, четкий и контрастный AMOLED-экран. При разрешении в 120 на 240 на такой диагонали пикселей не видно вообще. У меня сохранилась коллекция всех выходивших Mi Band, что дает возможность сравнить их визуально. Наибольшее сходство, естественно, с третьей версией, но тройка более округлая, имеет выемку кнопки в корпусе. На руке вместе с Mi Band 1S. Mi Band 2. Mi Band 3. Конечно, не совсем корректно сравнивать браслеты и часы, но все же. У Amazfit Bip, которым я пользуюсь, экран намного больше, но качество картинки, конечно, хуже. Надеюсь, что когда выйдет вторая версия бипов, она получит такой же крутой экран. Я не стал отключать от MyFit часы Amazfit Bip. Сейчас можно иметь подключенными несколько устройств, но активным будет только одно. То есть при желании можно менять гаджеты, привязанные к одному аккаунту, без необходимости их отключать и подключать. Стартовый экран показывает некоторые функции браслета, возможность блокировки по пин-коду, режимы физической активности, управление музыкальным плеером. В приложении накапливаются данные о различных событиях и количество пройденных шагов, и время сна, сожженной энергии. Все данные доступны в виде исторических графиков. Аналогично и для физических активностей, ходьбы, бега, велоспорта и других доступных для активации из приложения самого устройства. И, конечно, очень полезные возможности. Уведомления о звонках и СМС. При желании можно их включить и для нужных приложений. Я, например, уже несколько лет держу смартфон на беззвучном режиме.
Мне нравится будильник, он тут обычный, не умный, но для меня это не важно. Важно то, что он гарантированно будет и только меня. Подробнее рассказывать о MyFit я не буду, я уже делал это не один раз. Приложение удобное и стабильно работающее. Благодаря разрешению и поддержке 24-битного цвета, экран новинки гораздо более функционален, чем у его предшественников. Отличный контраст и цветопередача. При ярком освещении читаемость падает, и здесь он проигрывает экрану Amazfit Bip. С некоторого времени в MyFit сильно облегчили смену скинов, добавив отдельные вкладки под стандартные и загруженные. Каждый сможет найти подходящий скин себе по вкусу. Перелистыванием вверх-вниз можно листать меню браслета. Вкладка «Статус» содержит информацию о дневной активности. Меню «Пульс» включает режим онлайн-мониторинга пульса. Экран выбора физических активностей. С браслета можно выбрать 6 вариантов: бег на улице и на дорожке, ходьба, велосипед, силовые упражнения и бассейн. GPS, как в Bip, тут нет, поэтому данные берутся с телефона. После того, как данное местоположение получены, включается режим отслеживания тренировки, который в режиме реального времени показывает данные о времени тренировки, о пройденном расстоянии, о шагах. Можно включить предупреждение о превышении пульса. В меню «Погода» можно получить информацию на сегодняшний день и прогноз на 4 дня вперед. Настройки по местоположению и, собственно, сам прогноз тоже берутся из приложения MyFit. В меню «Уведомления» можно просмотреть полученные сообщения и СМС из тех мессенджеров, которые включены в настройках MyFit. Слева вверху экрана показывается значок мессенджера или СМС. Кириллица поддерживается отлично. В глобальной версии браслета проблем со шрифтами нет. В меню «Дополнительно» имеется 9 опций. Режим «Не беспокоить», будильник, управление музыкой, секундомер и таймер, найти устройство и беззвучный режим, дисплей и настройки. Кроме принудительного режима «Не беспокоить», есть автоматический. В этом режиме браслет будет отслеживать, когда хозяин уснет. Штатным теперь является режим управления музыкой. Это очень удобно, подробнее расскажу чуть далее. В настройках можно, кроме прочего, настроить и яркость экрана, доступно 5 градаций. Для тех, кто постоянно теряет телефон, полезной будет функция его поиска. При звонках на экране отображается или номер звонящего, или его имя, записанное в списке контактов телефона. Экран отлично реагирует на прикосновение, меню листается быстро, интерфейс удобный, к нему легко привыкнуть. Свайп вверх-вниз – это основное меню. Вправо-влево вызывается меню управления музыкой. Мне очень понравился режим управления плеером. Для этого любой музыкальный плеер должен быть запущен на смартфоне, при этом сам смартфон может быть заблокирован. Браслет немного думает и обнаруживает запущенный плеер, после чего можно переключать треки, ставить на паузу, включать воспроизведение, а также регулировать громкость. Все работает корректно, быстро и очень удобно. Как и предыдущие версии, с четверкой можно купаться, плавать и нырять. Браслет имеет защиту по стандарту IP68. Правда, сенсорный экран может реагировать на воду, как на нажатие пальцем. Что касается автономности, то рассчитывать можно примерно на 3 недели. Здесь, конечно, все зависит от яркости экрана, от того количества уведомлений, которые вы получаете, от использования различных режимов, например, тренировок, от использования, возможно, секундомеров, либо таймеров, от количества будильников. В любом случае, параметр автономности здесь исчисляется неделями. Если после выхода третьей версии браслета у многих владельцев двоек возникали вопросы, а зачем, собственно говоря, его менять, то с выходом четверки таких вопросов уже, конечно, нет. Крутейший цветной экран. Функциональность, я бы сказал, она не ниже, чем у Amazfit Bip, а в кое в чем даже больше, имею в виду управление музыкой. Ну и, конечно, уже привычный небольшой размер, форма и удобство использования.
Немаловажным также является автономность и неубиваемость этого браслета. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!